Сын наблюдал, как его мама что-то закапывает в землю за домом. Он был тогда еще ребенком. Прошли десятилетия, и он не мог сдержать слез, когда наконец понял, что именно закопала его мать. Майкл был 4-летним мальчиком, который рос в обыкновенной семье на окраине Торонто. Их жизнь была далека от роскоши. Родители работали на износ, чтобы выплатить кредиты и обеспечить хоть какое-то будущее своему единственному сыну. Работа не приносила им радости, но именно она удерживала семью на плаву, давая возможность жить, пусть и без времени, на счастье. Каждый день был похож на предыдущий. Одна и та же улица, одна и та же спешка, одни и те же маленькие радости и неизбывная усталость. Майкл с раннего детства чувствовал, что его родители не были по-настоящему счастливы. Не потому, что они ссорились или кричали «нет», просто в их взглядах обитала тяжесть. Он не мог выразить это словами, но в его маленьком сердце уже жила интуиция. Однажды, играя во дворе, он увидел щенка. Тот сидел у ворот, дрожал от холода и одиночества, словно сам потерялся в этом мире. Майкл замер, почувствовав, как внутри него что-то откликнулось. Мечта о собаке жила в его сердце давно. Он видел их в книгах, на улице, в рекламах. Для него собака была символом дружбы и тепла. И вот она сама пришла к нему. Он поднял щенка на руки. Тот не сопротивлялся, только прижался к нему, и это прикосновение оказалось теплее любого одеяла. Майкл бережно отнес его домой, уложил в коробку, постелил туда плед, дал немного воды из своей поильной бутылочки и долго сидел рядом, поглаживая его по голове. Когда родители вернулись с работы, они застали необычную сцену. Сын, сияющий как новогодняя гирлянда, склонился над коробкой с щенком. Впервые за долгое время он выглядел по-настоящему счастливым, но лица родителей остались сдержанными. Они переглянулись, потом отошли в сторону, чтобы поговорить. Вернувшись, мать тихо сказала: «Если ты хочешь его оставить, ты должен заботиться о нем сам. Мы не сможем». Мальчик кивнул. Он не понял тогда всю глубину этих слов, но пообещал, как будто заключал священный договор. Щенок получил имя — Чико. Он стал не просто питомцем, а частью семьи. Майкл вставал раньше, чтобы покормить его. Он делился с ним едой, играл, рассказывал ему сказки перед сном. Чико был слушателем, спутником и другом. Но самое удивительное произошло с родителями. Сначала они держались настороженно, потом начали бросать улыбки, потом гладить его, смеяться, когда тот вел себя нелепо. Отец стал возвращаться домой чуть раньше. Мать готовить немного больше еды, оставляя лакомство для Чико. Дом, прежде наполненный молчанием и усталостью, начал оживать. Будто Чико напоминал им, что любовь — это не обязательство, а простое человеческое тепло. Однако сказка длилась недолго. Спустя несколько месяцев Чико стал вялым. Он больше не бежал радостно к двери, плохо ел и все чаще лежал, уткнувшись носом в лапы. Родители отвезли его к ветеринару. Вернулись поздно. Они сказали, что щенок болен, что он подавлен, и для его восстановления нужно отправить его в деревню. Там простор, воздух, другие животные. Там ему будет лучше. Майкл не хотел отпускать. Он прижимал Чика к себе и плакал, но в конце концов сдался. Он доверился родителям. Он не знал, что его лучший друг уже обречен. Родители решили не говорить ему правду. У пса была неизлечимая опухоль. В тот же день Чико был усыплен, чтобы не страдать. Они похоронили его в саду за домом, в тихом уголке под старым деревом. Неделю Майкл молчал. Потом начал просить поехать к Чико. Родители находили отговорки. Спустя еще неделю они сказали, что Чико сбежал. Мальчик замер. А потом поверил. Он решил, что Чико идет домой.
Он ждал его. Сидел у окна, выходил на улицу, звал. Иногда приносил угощение и оставлял у ворот. Он надеялся. Он верил. Родители мучились. Каждый раз, глядя в его глаза, они чувствовали вину, но слова застревали в горле. Как сказать маленькому ребенку, что его друг умер? Они не смогли. Прошли месяцы, потом годы. Майкл рос, и щенок постепенно стал частью воспоминаний. Он не забывался, но отступал на задний план. Майкл учился, закончил университет, переехал в Монреаль, женился, стал отцом. Жизнь шла своим чередом, но память имеет свои правила. Однажды, спустя 30 лет, он сидел ночью на кухне. Его сын спал. В окно падал мягкий свет фонаря. И вдруг, будто вспышка, он вспомнил. В день, когда Чико уехал, он видел, как мать вышла в сад с лопатой. Тогда он подумал, что она сажает цветы. Но в том месте никогда ничего не росло. На следующий день он поехал в Торонто. Дом старел, как и отец, который теперь жил там один. Майкл постучал. Отец открыл и молча кивнул, будто все понял без слов. Майкл пошел в сад. Он нашел то место, где когда-то мать копала землю. Почва поддалась быстро, как будто сама хотела раскрыть правду. Через несколько минут он наткнулся на деревянную коробку, почти разрушенную временем. Внутри — остатки старого одеяла и крошечный ошейник Чико. Он сел на землю и заплакал. Плакал не только за собаку. Он плакал за того мальчика, который ждал, надеялся, верил. За то, что никто не нашел в себе силы сказать ему правду. За родителей, которые не знали, как поступить иначе. И за любовь, которая жила, даже когда казалась потерянной. Отец молчал. Потом подошел, сел рядом и тихо сказал: «Мы хотели по-другому, но не знали, как. Простишь?» Майкл кивнул. «Мне больно, что я узнал об этом только сейчас, но я понимаю. Я просто жалею, что не узнал раньше. Может быть, мне было бы легче прощаться с ним не с надеждой, а с памятью». Он снова похоронил останки Чико, теперь уже осознанно, с прощанием. А спустя неделю, вернувшись в Монреаль, он принес домой щенка с пушистыми ушами и бесконечно доверчивыми глазами. Сын засмеялся от радости, сразу бросился к нему, и в ту же минуту они начали играть, как будто знали друг друга всю жизнь. Майкл стоял в дверях, наблюдая за ними, и в груди у него сжалось. От боли, от счастья, от чего-то, что невозможно было назвать одним словом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.